Здравствуйте, уважаемые мои зрители. Значит, опять хочу остановиться на такой проблеме, как аденоиды у детей. Потому что много родителей сталкиваются у своих детей с проблемами, значит, частыми насморками, нарушение носового дыхания, дыхание ночью ртом, невозможность посещать детский садик, школу. То есть и уже все это, кульминация таких ситуаций, это уже подготовка на хирургическое лечение аденоидов, удаление аденоидов, что я не рекомендую делать. Начнем с того, да, что почему аденоиды вообще удаляют. Потому что не могут их вылечить без операции. Да, если бы их можно было, умели бы врачи лечить их без операции, ничего бы не удаляли. Но, к сожалению, консервативного лечения, эффективного, да, затрагивающего все звенья патогенеза вот этого патологического состояния, при котором увеличиваются аденоиды, таких лекарств не существует, потому что сейчас основная терапия это гормональная, то есть фармкомпании в 90-х годах, в конце 90-х проделали хорошую работу, назальные глюкокортикостероиды и все, то есть это сразу назначать эти назальные глюкокортикостероиды на длительные сроки. Да, а по сути, что такое гормоны? Гормон это иммуносупрессор. А если у ребенка, скажем, воспалительный процесс хронический в области верхних дыхательных путей, а увеличенные аденоиды – это именно следствие этого хронического воспалительного процесса в области верхних дыхательных путей, и вы еще, значит, даете гормоны, иммуносупрессоры, наоборот, нужно иммунитет активизировать, а вы его еще подавляете. То есть это и доводит потом к декомпенсации приводит, и, то есть, и в итоге на операцию, да, уже единственная дорога, то, что не является лучшим выходом. Потому что ничего в организме лишнего нету. Аденоиды – это важный орган иммунитета. И чтоб там кто ни говорил, что там они там не нужны, там это все, они там мешают. Да нету таких, есть какие-то исследования, допустим, да, что кто-то там заболел во взрослом возрасте, а если это связь с аденоидами или нет, да нету таких исследований, никто не знает. Поэтому не нужно что-либо удалять, в последнюю очередь нужно. И то есть сейчас больше с аденоидами вообще как занимаются диагностикой, а не лечением. Там эндоскопию какую-то проведут, там рентген сделают, поставят там какую-то степень, там и все, и на операцию. Но это неправильно. Любое исследование, это рентгенологических относится, там, к эндоскопическим, вообще любое исследование, это всего лишь дополнение к жалобам, к анамнезу, да, пациента. И это надо все складывать уже, да, и какой-то, значит, выносить вердикт, а не, так скажем, заниматься диагностикой, какую-то провести эндоскопию, направить на операцию. Дело в том, что аденоиды можно вылечить без операции. Я много посвятил, так скажем, времени разработки, так скажем, метода лечения, с помощью которого вот эти вот аденоиды можно вылечить без операции. То есть я лечу ингаляционной терапией, идет воздействие на всю площадь слизистой органов дыхания, так скажем, достигается санация слизистой, восстановление слизистой оболочки, стабилизация местного иммунитета, что позволяет вылечить аденоиды без операции любой степени. Потому что ориентироваться нужно на клинические проявления. То есть самое главное, чтобы, да, минимальные, так скажем, уже проблемы с аденоидами, это страдает ночной сон. Если ребенок ваш ночью спит с закрытым ртом, дышит носом, да, не храпит, то аденоиды у него находятся в физиологическом состоянии, ничего с ними делать не нужно. Вот как раз цель лечения моего, да, это и достижение такого результата у вашего ребенка. Поэтому не торопитесь удалять аденоиды, это неправильно. То есть это вообще смысл аденоидов, да, что это такое? То есть почему это такой детский активный орган? Потому что в детском возрасте происходит закладка иммунитета. То есть организм, что такое иммунитет? Это знакомство с микробами, которыми нас окружают. Как это максимально быстро сделать? Да? Через воздух. Поэтому уже при дыхании, когда на аденоиду, так скажем,
попадает какой-то, значит, уже микроб, там, вирус, уже запускаются иммунные реакции, вырабатываются антитела, и организм уже знает в будущем, что сделать с тем или иным антигеном. Поэтому, лишив ребенка этого важного органа иммунитета, то есть уже формирование иммунитета происходит неправильно. Что бы вам там ни говорили, удалили, все хорошо стали, удалили, потому что вылечить не могли без операции, поэтому удалили. А вот как раз мой авторский метод и позволяет вылечить аденоиды без операции. Поэтому смотрите, пожалуйста, изучайте мои социальные сети, мой сайт смотрите, да, много примеров выкладываю своей работы, да, что это реально возможно сделать, да, вот с помощью той ингаляционной терапии, которую я провожу, можно вылечить аденоиды без операции. То есть в результате вашего лечения ребенок будет спать ночью с закрытым ртом, дышать носом, не будет соплей, будет ходить в школу, будет ходить, значит, да, в детский сад посещать. Да, конечно, ребенок требует наблюдения такого, да, в течение года. Если у него уже такой, по такому сценарию пошло это, значит, развитие этого заболевания, да, то это требует наблюдения. Поэтому повторный курс там через полгода может понадобиться, в некоторых случаях через 2-3 месяца. Ну, вылечить этого ребенка без операции с аденоидами это реально, да, потому что поверьте, что именно аденоиды это очень важная проблема. Потому что именно правильное лечение аденоидов, лечение, не удаление, потому что удаление это неправильная тактика. Вот именно правильное лечение аденоидов позволяет избежать многих проблем с органами дыхания в будущем. Потому что во многих случаях какие-то, значит, уже хронические заболевания во взрослом периоде с органами дыхания – это следствие именно вот неправильной тактики лечения аденоидов в детском возрасте. Поэтому обращайтесь ко мне, у меня реально авторский метод, эффективный, уже накоплен большой опыт. И самое, да, важное, что лечение проходит в домашних условиях, комфортных для ребенка, дома, ингаляцию делаются дома. И то есть это лечение доступно для жителей всех регионов России, ну, Казахстана, Киргизии, Армении, Белоруссии, да, вообще, в принципе, для любой точки, да, мира, но это вы уже просто должны сами организовывать доставку. Поэтому, пожалуйста, не торопитесь удалять аденоиды, аденоиды нужно лечить. Да, но опять же, ребенок должен дышать ночью носом. Если вы там лечите, и вы уже там идете на операцию, но это просто лечение было неэффективным, которое вы проводили. Но не значит, что если лечения разные бывают. Если какое-то вы лечение проходили, но не помогло, но у меня другое лечение, поверьте. Поэтому изучайте, так скажем, материалы на моем сайте, в социальных сетях, обращайтесь. В моем распоряжении метод, который реально позволит вылечить вашего ребенка, вылечить аденоиды, восстановить, так скажем, носовое дыхание без операции. Спасибо за внимание.